Если вы никогда не сталкивались с психопатами или манипуляторами, скорее всего, вы думаете, как можно это терпеть и попасть в этот ад? Я бы прекратила подобные отношения мгновенно. Поведаю, как мы в это попадаем. На самом деле манипуляция как крючок с приманкой. Вначале вы пробуете приманку, и она очень нравится. Постепенно приманка проникает глубже. Неожиданно вы понимаете, что это не еда, а крючок, но он уже внутри. А потом начинают дергать за леску. Выворачивают нутро, невыносимая боль, потом перестают дергать. В этот момент вы отходите, вы наслаждаетесь тем, что крючок не разрывает внутренности. И тут снова дергают за леску. Вас проводят по этой схеме десятки раз, и в какой-то момент вы готовы сделать все, чтобы только не дергали. Каждый из мучителей в начале отношений предстает в образе прекрасного принца или принцессы. Мы мечтали о них всю жизнь, но первый этап – это всего лишь красивая обертка, содержимое которой никакого отношения к конфете не имеет. Психопат никогда не начнет дергать за леску, пока крючок на поверхности. Он ждет, когда жертва проглотит поглубже. Он не вываливает все 7 видов манипуляций на первом свидании. Он постепенно добавляет техники. Ожидание ждет, отлично. Недоступность вообще хорошо. Шаг за шагом усиливая психологическое давление. И когда он начинает дергать за леску, его действие становится психологическим насилием. Но жертва это понимает, когда крючок разрывает. Перед глазами стоит образ прекрасного принца, каким он был в начале, и морковка, которая заставляет терпеть. Чтобы сорваться с этого крючка, придется перетерпеть боль. Именно это многих и останавливает. Я же считаю, что лучше один раз сильное, чем всю жизнь периодическое. Потому что последствия таких отношений крайне разрушительны для психики. И иногда, чтобы вернуть себя, уходят годы. Почему манипуляция работает? Потому что каждый из нас мечтает о прекрасном принце или принцессе. Мы рисуем в своей голове образ, который может продемонстрировать только манипулятор. Я часто говорю, не бывает идеальных людей, есть идеальные маски. Но наше доброе желание верить в чудо, которое еще активнее подкрепляют сказки и фильмы о принцессах, усиливают эту иллюзию. Вдобавок нас часто учат тому, что любовь – это страдание, а отношения – это терпение. Где нужно подстраиваться под партнера, иначе ты так и останешься одиноким до конца своих дней. Именно этот стереотип толкает нас на отношения с людьми, которые нас обесценивают. И именно поэтому мы становимся жертвами манипуляторов. Нам проще поверить в идеальную маску, ради которой мы будем готовы терпеть и страдать. Поверить в то, что завтра он изменится или что вы вылечите его своей любовью. Жертва дает бесконечные шансы и начинает терпеть. Во время терпешки формируется тотальная неуверенность в себе. Почему? Есть такая поговорка: если человека часто называть свиньей, то он обязательно захрюкает. Чем больше мы находимся в деструктивных отношениях, тем больше падает наша самооценка и растет неуверенность в себе. А вместе с ней появляются страхи. Страх одиночества, страх безденежья или нищеты, страх, что осудят близкие, страх возврата. Образуется замкнутый круг. Программы и установки, живущие в подсознании, заставляют принимать решения, оставаясь в деструктивных отношениях, а нахождение в них формирует страхи, которые еще больше заставляют нас там оставаться, потому что самооценка убита. Но понять и признать все это нелегко, поэтому мы используем логику исключительно для того, чтобы это решение оправдать. И каждый из нас пытается прикрыть это решение вначале любовью, постепенно добавляя фразы «ради детей», «все так живут, зато есть деньги», «многие не такое терпят», «бьет, значит любит», «кто будет оплачивать обучение», «я не могу быть одна», «в моем возрасте я никому не нужна», «идти некуда». Уверена, что каждая жертва сможет добавить что-то в этот список. Мы используем слово «любовь» как прикрытие нашего выбора, на самом деле основанного совершенно на других причинах. Наши защитные механизмы психики и те установки, которые мы получаем с раннего детства, заставляют нас вести себя именно так. Я терплю унижение из-за гордыни. Сказать нелегко. Поэтому я сохраняю семью, я его люблю. Терпеть психологическое давление из-за страха одиночества – это не про меня, я же не такая. Поэтому терплю ради детей, потому что его люблю. Терпеть унижение из-за финансовой зависимости – это вообще неправильно, это цинично. Это значит признать, что я меркантильная сучка, или что из себя ничего не представляю. А это ого как непросто. Поэтому всему миру заявляю, что вы, я его люблю.
Страх общественного порицания и одиночества заставляют жертву покорно принимать любое неуважение к себе. Из-за этих страхов рождаются больные, зависимые отношения, в которых манипулятор иногда имитирует заботу и сочувствие, но совершает такие поступки, которые заставляют жертву сомневаться в своей собственной адекватности. Постепенно размывая границы сознания, ощущение реальности и убивая самооценку личности, манипулятор доминирует над жертвой. Человек больше не в силах даже допустить мысль о том, что проблема не в его отношении к партнеру, не в его характере или внешности, а именно в манипуляторе. Жертва постепенно превращается в послушную куклу, без собственного мнения, эмоций и даже желаний. Комплекс неполноценности усиливается день ото дня, не оставляя места для надежды, не оставляя шанса на новое будущее без постоянного обесценивания и обезличивания. Послушание неизбежно ведет к тому, что манипулятор начинает использовать все более и более жесткие приемы, ломает представление жертвы о мире и заставляет отказаться от всего, что дорого. Отношения превращаются в постоянный поток насилия, психологического и часто физического. И когда жертва морально истощена, в ней нет сил на мысли, на борьбу и даже на свет, манипулятор уходит с чувством выполненного долга, ведь он получил все, что хотел. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Берегите себя и не называйте любовью то, что ею не является.